Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на июль 2023 года. Будем смотреть и анализировать, какие события вас ожидают. Если вы упустили ваш прогноз на июнь, ссылочку на него вы сможете найти в первом закрепленном мной комментарии под вашим видео. Ну а мы приступаем. Работаем сегодня с колодами Таро внутренний видимый, а также колдовскими Ленорман. Поэтому настраивайтесь, подумайте о тех планах, которые вы себе визуализировали, либо прописали на этот период, и мы посмотрим. Так, общие энергии, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, вопросов личной жизни и совет от карт. Приступаем. Общая энергия этого месяца. У вас здесь ложится тройка пентаклей. Могу сказать так, это продуктивность. В любом случае, это реализация, это, знаете, говорю, колдовать над каким-то сосудом, чтобы обрести какой-то результат. Оттачивать свое мастерство. И неважно, в какой вы нише реализованы, здесь повышать уровень квалификации, вашего профессионализма, набираться опыта, перенимать этот опыт у других. Возможно, если опыт и квалификация вам позволяют, то делиться этим опытом с другими. Это аркан, который говорит о ситуации, что вы будете внедрять нечто новое. Причем это может касаться абсолютно любой сферы жизни. Будь то работа, ресурсы, здоровье или личная жизнь, потому что здесь внедрять нечто новое и смотреть, какой получится результат. Вот как здесь готовить зелье. Добавил какой-то один ингредиент и уже совсем другой вкус, другое блюдо и другой результат. Конечно, будем с вами смотреть, в какой сфере жизни это в большей степени проиграется. Двойка пентаклей. Уйдут сомнения. Если вы сомневались по поводу какого-то решения, или там, какую работу выбрать, в чем себя реализовать, или куда деньги вложить, то, кстати, вот двойка пентаклей – это как не складывать яйца в одну корзину, это как распределить свои ресурсы в разные источники. Это первый нюанс. И здесь действительно у кого-то может быть совмещение нескольких видов деятельности, либо вы имеете одну профессию и можете обретать навыки и опыт в другой для того, чтобы это было вашим страховочным вариантом. Или если вы стремитесь перейти в новую нишу. Рассматривая вопросы работы, у вас здесь ложится четверка воздуха, она же четверка мечей. Я не могу сказать, что это бездействие. Это пауза, это приостановка. Для кого-то это просто ситуация, когда вы уходите в отпуск или, не дай бог, больничный лист. Но и в целом это просто может быть ситуация работы спустя рукава. У кого-то это может быть действительно отпуск за свой счет. Реже, это в крайних каких-то случаях, вы ставите точку вопроса увольнения. Но так как я хочу прояснить ситуацию и дотягиваю для вас аркан, я вижу, что здесь по ученику Земли, он же рыцарь Пентаклей, у вас здесь будет все стабильно в этой сфере и без изменений. Для тех, кто у нас не работает и работать не может. Вот то, о чем я говорила. По жрецу это набираться опыта, это что-то изучать, во что-то углубляться, что станет впоследствии для вас той базой, которая даст материальную обеспеченность и защищенность. Для тех же, кто у нас является соискателем, как мы видим, здесь паж мечей. Это искать ту нишу, где вы можете раскрыть свой потенциал. Это только определяться, это смотреть, где вам будет комфортно, где вы сможете, знаете, как углубиться, работать с удовольствием, с душой, с отдачей. То есть вы пока будете искать такое место и такой ресурс. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, четверка мечей и отшельник. Может быть желание уйти в свободное плавание или в работу на самих себя, но для большинства это все-таки период отпусков. То есть быть отшельником, уйти. Так, для тех, кто у нас владеет собственным делом, четверка мечей и дьявол. Карты, которые говорят о ситуации пересмотра вашей деятельности, потому что вы не хотите зависеть, допустим, здесь от подрядчиков или от партнеров. Здесь желание пересмотра методов работы, чтобы дать себе здесь больше маневра, ну и как следствие больше зарабатывать и при этом стараться ни от кого не зависеть.
Опять же, эта связка арканов говорит о вашей целесообразности, о приостановке каких-либо соблазнов. Ну, допустим, вам пытаются там предложить какие-то виды деятельности коррумпированного плана или, может быть, использовать ваши фирмы для каких-то откатов, офшоров или еще какие-то нюансы. Но здесь как бы не поддаться на поводу этих соблазнов, этих больших и быстрых денег, потому что вы понимаете, что это будет для вас чревато последствиями. Если смотреть вопросы финансов, здесь падает аркан умеренность. Во-первых, как рекомендация. Карта говорит о том, что соблюдайте баланс доходов и расходов, то есть грамотно ведите и структурируйте свой бюджет. И второй момент, денег вам будет хватать на все, потому что здесь вы ощущаете себя комфортно. Вы не думаете о том, сколько там осталось и хватит ли на завтрашний день. Не только базовые потребности закрыты, тут и будет что отложить. Поэтому здесь ощущение гармонии и спокойствия. Если смотреть вопросы здоровья, тройки жезлов – это хорошее самочувствие, это стабильный ментальный, эмоциональный, физический план. Более того, это мотивация. Внутри горит огонь, энергия, поэтому хочется и улучшать состояние здоровья, и образ жизни, и режим дня, и вопросы питания. То есть работать над улучшением вашего самочувствия, а также вашего внешнего вида. То есть будете прикладывать к этому усилия. Личная жизнь. Солнце. Яркость, радость, счастье, свет. Об этом вам говорит этот аркан. Опять же, совместное может быть путешествие на отдых, восстановление сил и ресурсов, устранение конфликтных ситуаций, примирение. Для некоторых могут быть перспективы продолжения рода. Так ли это и справедливо ли это будет для вас? Давайте смотреть для разных категорий. Для тех, кто у нас свободен, Солнце и девятка жезлов. Это в первую очередь осознать свою ценность, значимость и важность. Здесь нет пока построения личной жизни, но здесь идет эффективная работа с самим собой, может быть, благодаря психологу, либо изучению соответствующей литературы. То есть исцеление внутренних глубоких душевных травм. И помимо всего прочего, это, как я говорю, знаете, отбросить деструктивные типы поведения и мышления, перестать себя обесценивать. Именно это выведет вас на построение качественных отношений. Если смотреть по ситуации для тех, кто в любовных треугольниках, здесь, как мы видим, у нас ложится рыцарь мечей. Это конфликты, это желание внести в ясность в отношения, кто, кому, как предназначен, какие перспективы отношения здесь могут быть и чего здесь стоит ожидать. Могу сказать, что кто-то здесь из вас определится с выбором и будет строить отношения по любви, а лишние связи отсекать. И для тех, кто у нас в стабильных союзах, двойка жезлов. Здесь ситуация выбора. В чем заключается этот выбор? То есть то ли вас с кем-то будут сопоставлять, сравнивать, то ли это выбор между, допустим, карьерой и личной жизнью. И здесь аркан маг показывает как наверху, так и внизу, объять необъятное. То есть здесь не о вопросах конкуренции, или кто-то там вам изменяет, или вы будете изменять, абсолютно не об этом. Здесь постараться успеть все. То есть и уделить внимание личной жизни, и вопросам развития, и каким-то духовным целям и задачам. И у вас действительно это будет получаться. Если смотреть рекомендации на месяц, у вас здесь ложится паш чаш или инициатива воды. То есть искать радость, наполняться, радоваться жизни как ребенок, окунуться в творчество, в творческие процессы, больше времени проводить с детьми и внуками. Или если вы child-free и дети для вас не актуальны, то это в первую очередь наполняться эмоционально, наполняться через творчество, через культуру, через чтение соответствующей литературы, просмотр фильмов, изучение культуры других народов. То есть здесь наполниться новыми эмоциями, новыми знаниями и научиться во всем видеть позитив, видеть радость, то есть быть открытыми эмоционально. Смотрим с вами неожиданность периода, какова она здесь будет. Дом, звезды и падает крест. На колоду у вас падает лиса. Ключевое и знаковое, значимое для вас событие. Касаться может быть как ваших близких родственников, так и вопросов недвижимости. Здесь по этой триаде набирают силу обстоятельства экономического характера, знаете, как зерна которых были вами посеяны ранее.
То есть здесь уже идет реализация причинно-следственных связей, то есть вы получаете результат каких-то действий. А именно, здесь вопросы построения счастливой семьи, здесь реализация домашних планов, здесь реализация планов по перепланировке, ремонту и обустройству дома. Или выстраивать дом, квартиру по фэншуй. Кстати, здесь еще обучение астрологии на дому дистанционно или посещать дом астролога. Ну и в целом это, знаете, как переехать в дом, в недвижимость высокого класса. И если у вас такой режим и график работы, то это как активность по ночам, то есть работать ночью, заниматься какими-то делами, делать там сметы, выполнять заявки и прочее. То есть вы будете тут задействованы. Будет у вас, знаете, как посыл реализовать задуманное. И у вас действительно все получится. Ну а мы, конечно же, для вас это закроем соответствующими арканами, чтобы у вас все в обязательном порядке получилось. Вас благодарю за то, что оставляете обратную связь, за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты, за то, что вы остаетесь со мной и помогаете в развитии канала. Если хотите быть в курсе всех последних видео, подписывайтесь на канал. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео.